Только потому, что я однажды поделился куском колбасы с бездомной собакой, она доверила мне своего щенка. Я до сих пор помню тот момент, будто он произошел накануне. Запах жареного мяса, шум машин и ее глаза, полные ожидания. В них не было ни враждебности, ни грубого уличного насторожения, а была какая-то хрупкая надежда. Я не смог отказать. Она часто бродила возле моего офиса. Маленькая, с небрежно спутанной шерстью и аккуратными манерами, которые выделяли ее среди других уличных собак. В отличие от большинства, которые отскакивали от шагающего человека, она всегда смотрела в сторону прохожих с мягким вопросом: вдруг кто-то остановится. Она приближалась осторожно, будто не желала испугать. Мой путь на обед проходил мимо ее привычного укромного места, и однажды во время перерыва я вынул из ланчбокса пару кусочков колбасы. Она посмотрела на меня прямо, не отводя взгляда. Я подал ей еду, она съела мгновенно, но не было в этом ничего дикого. Ее жадность была скорее вынужденной, чем агрессивной. С того дня я стал приносить на обед чуть больше. Она постепенно выучила звук моих шагов, металлическое дыхание лифта, легкое бряцание ключей, легкий шаг по лестнице. Когда я появлялся, она уже ждала, иногда прихрамывая от старой царапины, иногда просто нежно виляв хвостом, и садилась в паре шагов, ожидая. Я стал ее постоянным кормильцем. Не из благородства, а просто потому, что мне нравилось видеть, как кто-то реагирует на мое небольшое акт милосердия. Это казалось важным в мире, где большинство людей шагают мимо. Я не знал тогда, какую историю скрывает ее доверие. Однажды вечером, задержавшись на работе, я все равно взял с собой еду. Беспокоился, вдруг она голодная. Я купил 2 коробки горячего, ароматного ужина и пошел. Как только она увидела меня, завиляла хвостом и закружилась в радостной пляске. Она ела, не отрывая взгляда от рук, в которых держались упаковки. Едой было так много, что в конце она оставила половину коробки. Видимо, сытость настигла ее впервые за долгое время. Потом она внезапно бросилась куда-то прочь. Я машинально провожаю ее взглядом, пока она не скользнула за угол. Я уже собрался уходить, когда она вернулась. Она подошла ко мне, посмотрела с тревогой, затем повернула голову и тихо зашевелила лапой в направлении узкого прохода между зданиями. Я протянул ей оставшееся, думая, что она еще голодна, но она не взяла еду. Внутренний голос шепнул: «Иди за ней». Я пошел. Проход был узким и темным, и в его конце стояла старая картонная коробка, примятая и чуть промокшая от дождя. Рядом, свернувшись клубком, дрожал маленький щенок. Его шерстка была точно такая же, как у матери. Тот же серебристо-бледный рисунок, тот же пушистый воротничок. Голова у крохи была слишком большая для тела, и он поскуливал тихо, будто напевая сонную колыбельную. Мама тут же подставила его под себя, и он забился тесно, чтобы пососать теплое молоко. В тот момент что-то внутри меня украдкой растаяло. Я присел, чтобы не пугать. Мама лежала спокойно, только иногда поднимала голову, чтобы вслед мне посмотреть. В ее глазах была осторожность, но не агрессия. Было что-то глубокое и человеческое, некоторое признание. Она знала, что я сделал для нее несколько маленьких благ. И в этой крошечной минуте она доверила мне самое уязвимое, что у нее было – свое дитя. Я вспомнил свою съемную квартиру, 2 кошки, маленькая комната, готовая кухня и жизнь, где каждый лишний тюк пространства стоил денег. Я не мог взять их домой навсегда, но я не мог оставить их на холодной улице. Поэтому я решил сделать все возможное, чтобы помочь этой паре найти приют. В ту ночь я отлежал на полу у коробки, аккуратно подложив свои джинсы, чтобы щенку было теплее. Рядом, в тех суматошных городских звуках, я впервые почти вслух пообещал им: «Я постараюсь». На следующий день я пошел в зоомагазин и купил 2 теплые лежанки,
пару консервов и большие пластиковые миски. До того, как я дошел до их места, мама заметила меня и вылетела навстречу, хвост еле двигаясь, глаза горели осторожной радостью. Щенок выглянул из-под ее груди, еще не научившийся видеть мир вне маминого теплого слоя. Я аккуратно заменил картонную коробку на новую лежанку. Мама принюхалась, затем, словно проверяя, положила нос ей на мягкую подстилку и осторожно потерлась. Она крепко держалась рядом со мной, будто говоря «спасибо» на своем языке. Когда я открыл банку консервов, аромат распространился мгновенно. Щенок и мама подошли, но она всегда оставляла немного на дне миски, как будто готовилась спрятать трофей на потом. Я потряс еще одну банку. Она съела и последние кусочки, но осторожно, как будто проверяя пространство. Пить им пришлось подольше. Я налил 3 больших стакана воды, и мама жадно выпила почти половину, словно возвращаясь к нормальной жизни. Щенок глотал осторожно, пока его маленькое тело дрожало от удовольствия и возбуждения. С каждым днем я приносил им еду. Я снимал короткие видео, выкладывал в социальных сетях и просил помощи, чтобы найти им дом. Люди писали комментарии, некоторые присылали деньги, однажды женщина даже привезла коробок теплых одеял. Но настоящий прорыв случился через несколько дней. Одна девушка увидела мое видео и приехала лично. Я думал, мама-собака приветливо встретит ее, как меня, но, на мое удивление, она стала настороженной. Она свернулась, наблюдая за каждой движущейся частью тела посетительницы. Только тогда я понял, она не открывает свое сердце всем подряд. Я была той, кому она доверяла. Я был знакомый, чей запах был теперь частью ее жизни. Настало время, когда осень, такая глубокая и золотая, начала уступать месту зиме. На улице появился тонкий лед, воздух стал резким, и я знал, что нельзя ждать. Хотя еще не было семьи, готовой взять 2 собак сразу, я решил действовать, забрать их домой на время, пока не найду постоянное жилье. Мы с друзьями посадили щенка в машину, затем пошли за мамой. Сначала она настороженно сопротивлялась, но когда увидела малышку в машине, ее тело расслабилось, и она, как мать-солдат, аккуратно прыгнула в салон и прижалась. В ветклинике мама дрожала, но я гладил ее по голове и шептал, пока ветеринар осматривал их. К счастью, результаты анализов были неплохими. Возможно, благодаря моей регулярной пище они были относительно здоровы. Это позволило мне вздохнуть с облегчением. После клиники мы отвезли их в груминг. Теплая вода и мыло сотрали городскую грязь, открыв белые пятна под пожелтевшей шерстью. После стрижки они выглядели словно новые, ухоженные, сияющие и немного растерянные от такого внезапного преображения. Вернувшись домой, я установил загон в углу гостиной, чтобы кошки и собаки могли привыкнуть друг к другу постепенно. Наши кошки были настороженно любопытны. Рыжий китенок лежал на своей лежанке и наблюдал, пока щенок бесновался вокруг, шатаясь, как маленький шарик энергии. Я переживал за их совместимость, но все прошло лучше, чем ожидалось. Мама-собака проявила удивительную терпимость. Она позволяла щенку играть, но четко ставила границу, если тот становился буйным. Сначала я думал, что они останутся у меня надолго. Но не прошло и недели, как молодой шумный щенок начал превращать идею идеального домашнего уюта в испытание. Пожилая пара связалась по объявлению и выразила желание забрать обеих. Они жили в тихом доме недалеко от парка и давно мечтали о компании. Я отвез собак лично. Старики встречали их с радостью, готовили индивидуальные миски и даже вручную варили мягкую пищу. В доме воцарилась праздничная атмосфера. Мама, собака и малыш казались счастливыми, а я – освобожденным. Наконец-то нашелся дом для них. Однако радость длилась недолго. Щенок, полный энергии, не давал бабушке спать. Соседи начали жаловаться на ночные лайки, а пожилые хозяева, не привыкшие к постоянному шуму,
начали уставать. После долгих мучительных размышлений они решили вернуть собак. Я понимал их слабость. Не у каждого есть силы и здоровье справиться с маленьким вихрем. Я сказал им, чтобы они не чувствовали вины, и предложил свою помощь в любой момент. Собаки вернулись ко мне. Они лежали на заднем сиденье тихо, как бы зная, что возвращаются в знакомое место. Мама снова стала близкой мне. Теперь она чаще ложилась рядом, кладя голову мне на колени, как благодарный друг, способный отдыхать. Врач сказал мне при последнем осмотре, что ей около 5-6 лет, возраст, когда пес среднего возраста уже не так легко найдет дом, как щенок. Эти слова сжали мне сердце. Пожилые собаки действительно сложнее судьбой. Я подумал, а что, если это будет ее дом у меня? Мое пространство было ограничено, мои силы не безграничны, но она заслуживала тепла. Тем временем щенок нашел отдельный дом, добросердечная семья, где с ним играли дети и относились как к члену семьи. Мне часто приходили видео, где он резвится в саду, веселится, облизывает щеки маленького хозяина. Я радовался за него и плакал чуть позже, когда мама смотрела на угол, где играла ее крошка, будто пытаясь найти привычный запах. Она не выглядела слишком подавленной. Скорее, она стала еще ближе ко мне, наклоняя голову и прося ласки. Я решил, и сделал это официально, оставить ее у себя. Она была последним пушистым членом моей жизни. Времена постоянной суеты и неспокойных ночей сменились на размеренные дни. Мы гуляли по двору, я приносил ей игрушки, и иногда она приходила и приносила их ко мне, будто даря благодарность. В те холодные вечера, когда за окном сверкал лед, она укладывалась у моих ног и засыпала, зарывшись в тепло, которое теперь было ее домом. Я часто возвращаюсь в мысли к той осенней ночи, когда она привела меня к коробке. В ее взгляде был тот самый звездный свет, тихая убежденность, что мир не совсем потерян. Она доверила мне свое самое дорогое, не зная, кто я на самом деле. Это простое доверие было, пожалуй, самым большим даром. Люди часто считают, что спасают животных, но, глядя на нее, я понял, исцеляются не только они. Мы исцеляемся тоже от наших собственных затвердевших мест в сердце. В этом спешащем мире, где доброта часто подлежит математике выгод и потерь, ее безоглядное доверие было лучом света. Нить судьбы, повисшая между нами в ту осеннюю ночь, теперь крепко связала наши жизни. Иногда она приносила свой маленький трюк. Подходила и складно складывала передние лапы, как будто вежливо попросив особую порцию. Иногда она сидела у окна и смотрела на двор, где раньше бегал ее щенок. И каждый раз, когда я гладил ее, я понимал, самые ценные встречи в жизни случаются не по плану. Они происходят тогда, когда ты приседаешь, чтобы взглянуть в глаза, и видишь не просто животное, а живую душу, которая отвечала на твою доброту взаимностью.